Шокирующие потери России под Авдеевкой. Оккупанты расстреляли пленных солдат, а у Виктора Орбана проблемы. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Оккупанты расстреляли 6 пленных солдат ВСУ в Авдеевке. Серия ошибок и затягивания с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны. У Виктора Орбана проблемы. Американские сенаторы пригрозили премьеру. Венгрия не присоединилась ко всем другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе. Олаф Шольц заблокировал выдвижение фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, так как она слишком резка к России. Канцлер считает, что это может стать недостатком в долгосрочной перспективе после возможного прекращения огня в Украине. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. На Авдеевском направлении ВСУ нанесли врагу огромные потери и уничтожили резерв, который те планировали применить на других участках фронта. За 4 месяца оборонной операции общие потери россиян составили 47 186 человек личного состава, более 300 танков, 5 самолетов и 748 боевых машин. В основном Россия отправляла на штурм Авдеевки малоподготовленный контингент или же зэков. Конечно, в массе своей это малоподготовленный и малообученный контингент. Но для участия в мясных штурмах и в штурмовых действиях, собственно, большой квалификации, по мнению российского командования, и не надо. И мы помним, как и зэков, осужденных российских, не особо готовили, но тем не менее активно использовали как пушечное мясо. Однако заместитель командира 3-й штурмовой бригады приказал не особо радоваться впечатляющим цифрам, ведь Россия не прекращала ни мобилизацию, ни наращивание военного производства. Оккупанты расстреляли 6 пленных солдат ВСУ в Авдеевке. Произошло это на позиции под названием «Музей», с которой долгое время не принималось решение об уходе. По данным Deep State, тогда произошла неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько бойцов получили ранения. Понимая уже трагедию и бесперспективность обороны, была дана команда прорываться с боем малыми группами. Тут случился неприятный инцидент, который уже описывал другой боец в Инстаграме, когда командир сказал о раненых: «Бросайте их нафиг и сжигайте все». Беда еще в том, что это услышал именно раненый боец. 14 февраля начался выход малыми группами. Пострадавшим пообещали эвакуацию на следующий день. Как утверждает Deep State, с 5 ранеными остался один уцелевший боец. На следующий день на позицию зашли оккупанты. И еще через сутки Z-каналы опубликовали кадры расстрелянных бойцов. Серия ошибок и затягивания с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны. ВСРФ пошли в наступление на запорожском направлении. Более десятка единиц техники с десантом штурмовали позиции ВСУ в районе Работино. Оккупанты задействовали колонну танков и начался бой. Уже через несколько минут стало известно, что силы обороны Украины притормозили наступление. Хотят пробиться к Работино, но не удается. Раньше и больше наваливались. Силы обороны Украины смогли отбить штурм. Около 18 единиц техники было уничтожено с помощью FPV-дронов. Отмечается, что подорваны как минимум 3 российских танка. Все это сейчас происходит на фоне участившихся заявлений России о том, что российские войска возобновили наступательные операции на этом участке фронта. При этом, надо сказать, что эти битвы там, они не прекращались. То есть все это время просто линия фронта была довольно статична, но бои все это время продолжались. На кадрах с геопривязкой, пишет Институт изучения войны, опубликованных 17 февраля, видно, что российские войска отбили позицию к югу от Работино. Несколько российских Z-блогеров заявили, что российские войска возобновили наступление на Работино и сейчас активно штурмуют поселение. При этом некоторые Z-блогеры утверждают, что российские войска продвинулись до западной окраины Работино. Один Z-блогер даже заявил, что российско-воздушно-десантные войска неделю назад начали наступательную операцию в районе этого самого Работино и продвинулись аж на 1,5 километра. Однако Институт изучения войны пока не наблюдал визуальных свидетельств.
Россия, вероятно, сняла с должности командующего Черноморским флотом Виктора Соколова после уничтожения корабля «Цезарь Куников». Об этом пишет британская разведка, однако Минобороны оккупантов пока не подтверждала информацию. Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении. В обзоре не уточняли, уверены ли в том, что Соколов жив. Он пропал из информационного поля после удара ВСУ по штаб-квартире Черноморского флота и слухах о его гибели. Американские сенаторы от демократов и республиканцев представят в Конгрессе резолюцию, осуждающую отступление от демократии в Венгрии. Они призвали правительство перестать блокировать вступление Швеции в НАТО. Венгрия не присоединилась ко всем другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе. В резолюции критикуют теплые отношения премьера Орбана с РФ и Китаем, а также отмечают, хотя Будапешт открыл свои двери для украинских беженцев, он сопротивляется и ослабляет санкции в отношении РФ. Кроме того, резолюция критикует Орбана за вмешательство в медиаландшафт, ограничение гражданских свобод и попытки подавить инакомыслящих. Я думаю, Виктор Орбан хочет время от времени напоминать западным странам: не критикуйте нас, потому что у нас есть карты. Мы не сидим за столом без карт. У нас есть свои карты. Поэтому будьте осторожны, когда пытаетесь критиковать нас за коррупцию, за вопросы верховенства закона или качества нашей демократии. Воздержитесь от этого, потому что если вы это сделаете, у Орбана есть карты на руках, которые он разыграет в нужный момент. США уже несколько месяцев не могут одобрить финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе. Однако представитель Госдепартамента уверен, помощь будет, так как большинство американцев выступает за поддержку Украины. Во-первых, двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется, и большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс в конечном итоге одобрит новый пакет. Заявления западных политиков дают понять, никто не передумал, не поддерживать Украину все так же стыдно. Однако сейчас у американцев на первый план вышли экономические и миграционные проблемы. Вперед вышел конфликт на Ближнем Востоке, и вперед выходят вопросы экономические, вопросы, которые волнуют американских избирателей с точки зрения их кошелька, с точки зрения их собственного благосостояния. Поэтому сейчас среди американских граждан, хотя есть, я бы это сформулировала так, есть консенсус, что помогать нужно, но ослабла идея о том, что нужно помогать всеми способами. Ну, можно помогать экономически, можно помогать военно. То есть есть понимание, что помогать нужно, но как это делать? Вот здесь существует некоторый вопрос. И сейчас уже американские избиратели не так готовы вкладываться финансово в помощь Украине, поэтому, несмотря на то, что понимание существует необходимости, все равно остается, ну, такое, скажем так, такое опасение относительно того, как эти средства используются. Олаф Шольц заблокировал выдвижение фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, так как она слишком резка к России. 1 октября истекают полномочия действующего генсека Йенса Столтенберга. Ранее он объявлял, что не останется на посту. Как пишут немецкие издания, президенту Байдену предложили выдвинуть на эту должность председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Байден обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросил его согласия, но Шольц отказался из-за ее крайне критичной позиции по отношению к РФ. Канцлер считает, что это может стать недостатком в долгосрочной перспективе после возможного прекращения огня в Украине. Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека теперь стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддерживает большинство стран-членов Альянса. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.